Для изготовления авоськи нам потребуется полиэфирный шнур, хлопковый, трикотажная пряжа или джутовая нить. С чем вам удобнее работать, в общем-то, то можете и взять. Итак, отрезаем 19 шнурочков длиной 2 метра и 3 шнурка длиной 3 метра. На один из шнурков длиной 3 метра мы нанизываем наши 19 шнурков. Таким образом, в общей сумме у нас получится 20 рабочих нитей. Теперь нам понадобится любая вертикальная палочка. Я для этого использую, например, большой моток каких-нибудь ниток и туда вставляю карандаш или любую палку. И все наши вот эти шнурки мы завязываем вот так в круг. Завязываем обычным узлом. Теперь берем любые 4 рабочие нити, любые, с любого конца, без разницы абсолютно. И будем завязывать квадратный узел. Смотрите внимательно, как я это делаю. Итак, мы завязали с вами наш первый квадратный узел, и теперь по кругу делаем то же самое со всеми остальными веревками. Выделяем по 4 и завязываем. Теперь смотрите, мы завязали с вами первый ряд квадратных узлов. Начинаем плести второй ряд. Берем 2 квадратных узла, которые у нас уже завязаны, и выделяем из них по 2 нитки. Вот как я это делаю. Видите, вот 2 узла, и от них берем только по 2 нитки от каждого. И опять завязываем квадратный узел. Завязываем его на расстоянии. Я взяла примерно 3 сантиметра. Вы можете сделать и 2 сантиметра, и сантиметр, то есть смотря как вы в дальнейшем планируете использовать свою авоську. Если планируете переносить какие-то мелкие вещи, мандарины, мелкий лук, к примеру, то, конечно, делайте поменьше. Вот эти дырочки, соответственно, сантиметра 2 берите, чтобы у вас ничего не выпадало. Но, опять же, можно всегда сшить внутрь чехол для авоськи, для переноса таких вещей. Если вы планируете носить что-то большое, объемное, то, конечно, и не стоит так заморачиваться, можно делать и большие. Вот завязываем второй наш узел квадратный во втором ряду. Примерно его равняйте по первому. И сейчас я вам покажу, как делать вот эти наши квадратики, дырочки ровными. И как это потом вам плести быстрее. Смотрите, берете картонку или какую-то плотную бумагу, вырезаете вот такую линеечку, не знаю, сантиметров 10 в длину и, например, шириной 3 сантиметра. Ну, то есть я вот взяла за основу 3 сантиметра, чтобы наши дырочки были шириной в 3 сантиметра.
И вот когда мы завязываем квадратный узел, мы в серединку вставляем нашу вот эту линейку. Видите, как я вставила? И завязываем квадратный узел. Вот я завязала и убираем линеечку. И тогда все ваши вот эти дырочки будут равномерными, будут ровными, так и плести быстрее, потому что вам не надо все время смотреть, ровно ли вы сплели по отношению к другому квадратному узлу. Единственное, я вам советую, если работаете с полиэфирным шнуром, либо работаете с трикотажной пряжей, наверняка вы знаете, что они очень сильно тянутся. Конечно, для авоськи это очень хорошо, потому что она тогда у вас по итогу получится очень вместительная. Но когда вы завязываете вот эти наши квадратные узлы, сильно не тяните. Потому что если вы потянете, а потом отпустите, ну, как бы, грубо говоря, у вас отпружинит, и вся авоська, она такая вся скукожится, сожмется. В общем, регулируйте. Из джута плести намного легче авоськи, потому что он не тянется. И так плетем, значит, второй ряд по кругу. Третий ряд я опять решила сплести тоже по размеру в 3 сантиметра шириной, чтобы у нас были дырочки. Но, повторюсь, вы, например, можете взять, чтобы у вас первый ряд, например, был 2 сантиметра, следующий ряд был 3 сантиметра, следующий ряд 4 сантиметра. Я вам показываю как пример. Но будьте уверены, что вот этих наших отрезанных первоначально 2 метров длиной веревочек вам вполне хватит. Практически на любую авоську любого размера. Если только вы хотите какую-то очень супер-мега большую авоську, тогда берите их по 3 метра, но не более 3 метров, потому что это будет уже чересчур. Она будет очень огромная. Опять же повторюсь, что вот полиэфирный шнур, например, ну даже и хлопковый шнур немного тянется, полиэфирный очень хорошо тянется. В авоську, которую мы сейчас с вами плетем, помещается с легкостью 5-литровая бутылка, как в длину, так и в ширину. И в ширину еще остается место, я не знаю, там для булки хлеба или еще для какой-то бутылки для яблок, для мандарин, для апельсинов. То есть она получается очень большая. При этом в пустом виде она в ширину всего лишь 28 сантиметров у вас получится. В длину авоська наша получится 60 сантиметров, то есть плетеное полотно будет примерно 30 сантиметров, и ручки я сделаю по итогу тоже 30 сантиметров. Но вы смотрите сами, вы можете делать ручки и покороче, либо подлиннее. Я всегда советую еще ориентироваться на ваш рост. То есть высокая вы или низкая, как вы будете носить. Чтобы, например, если несете в руке, чтобы она у вас по земле не спускалась. Ну и советую, конечно, делать все-таки так ручки, чтобы можно было и на плече носить вашу авоську. Это очень удобно. Удобно с ней ходить на пляж. Авоськи сейчас на пике моды. Многие блогеры интерьерные показывают, как хранить в них туалетную бумагу, полотенца в ванной. Я могу вам еще предложить хранить игрушки детские в ванной. Вот когда дети покупались, да, кучу резиновых игрушек, пластиковых, там все эти ведерки, можно легко складывать в авоську и вешать куда-то на крючок. То есть авоська мега супер универсальна. К Новому году вы можете использовать ее как упаковку подарка. Можно подарить друзьям шампанское, и опять же повторюсь, какие-то мандарины, апельсины. Вот я плету, получается, мы плетем с вами 4-й ряд.
по 3 сантиметра шириной наши дырочки. Вот я сплела. Теперь я решила взять ширину дырочек, сделать в 2 раза больше. То есть у меня было 3 сантиметра, я отмерила теперь в 6 сантиметров шириной. И опять начинаем плести. Повторюсь, если делаете такие большие дырочки, то есть вот как я в 6 сантиметров шириной, то, конечно, из такой авоськи какие-то мелкие предметы, там некрупные яблоки, некрупные мандарины, что-то некрупное может выпадать. Поэтому ориентируйтесь, повторюсь еще раз, на то, что вы хотите переносить в этой авоське. Итак, вот я заканчиваю плести наш первый ряд шириной 6 сантиметров. То есть вот когда я взяла уже большую нашу картонку 6 сантиметров, я заканчиваю плести. И еще по итогу я сейчас сплету еще 2 таких ряда. То есть у нас будет 3 ряда шириной по 6 сантиметров. Вы можете в конце, сами потом менять. Хотите, делайте 3 ряда, хотите, делайте 2 ряда, хотите, делайте 4 ряда. Хотите, сделайте 2 ряда по 3 сантиметра, потом сделайте 2 ряда по 6 сантиметров, потом, например, сделайте 2 ряда по 5 сантиметров. То есть на ваше усмотрение. Мы сплели с вами 6 рядов квадратных узлов,
3 последних ряда мы плели из 6-сантиметровой широкой линейки, вернее, с помощью нее. И теперь я буду завершать, и я решила опять вернуться к нашим 3 сантиметрам, то есть как бы сужать нашу авоську кверху. И буду плести 2 ряда с помощью линейки в 3 сантиметра. Итак, все с вами мы сплели. Раскладываем нашу авоську на полу. Выравниваем наши все веревочки. Видите, у меня их очень, в общем-то, много осталось. Я решила сделать длину ручек 30 сантиметров. Отмеряем линейкой 30 сантиметров. Берем скотч или малярный скотч, клейкую ленту, изоленту, лейкопластырь, все, что там дома вы найдете. С одной стороны отмерили 30 сантиметров, вот, зафиксировали лейкопластырем, например. И вот так вот отмеряем с другой стороны 30 сантиметров и тоже фиксируем, чтобы наши веревочки были зафиксированы. Так удобнее обрезать. И обрезаем все лишнее. Видите, что у меня там осталось? У меня осталось, наверное, еще сантиметров 10. То есть я могла еще длиннее сделать наши ручки. Можно их, соответственно, делать короче, на ваше усмотрение. Смотрите, у нас получилось с двух сторон по 5 узелков. Мы их разделяем по 2,5 на каждую сторону и делаем ручки. Я делаю из полиэфирного шнура. Берете веревочки параллельные друг другу, поджигайте концы зажигалкой, потому что полиэфирный шнур распускается. И вот как только вы подожгли зажигалкой, сразу же берете, соединяете между собой, и они таким образом у нас склеиваются, фиксируются. Видите, вот я посклеила все концы. Они, конечно, зафиксированы ненадежно, но нам пока что этого достаточно. Берем веревку. 2 у нас осталось, если вы помните, по 3 метра. Берем одну из них. Вот я оставляю коротенькую часть, примерно сантиметров 15-20, для того, чтобы нам сделать нашу ручку. Жесткую ручку. Смотрите, как я складываю. С одной стороны у нас концы, с другой стороны петелька. Наматывать мы будем от концов к петельке. Двигаться. Итак, берем и длинным концом начинаем намотку. Вот так обкручиваем наши веревочки вокруг. Наматываем. По мере намотки периодически берите
И сдвигайте вот эту нашу обмотку к центру, то есть двигайте друг друга, чтобы более плотно ложилось. Потому что как бы вы ни старались плотно мотать, плотно прилегать, да, вот этой веревкой обмоткой, все равно у вас так плотно не получится, поэтому берите и вот так к центру сдвигайте, когда наматываете. Особенно, когда работаете с полиэфирным шнуром, потому что, повторюсь, он у нас тянется. То есть чуть-чуть промотали, опять сдвинули, чтобы они у нас плотно лежали. Наши веревочки одна к одной, чтобы они потом не распускались. Но опять же сильно не переусердствуйте, то есть сильно не тяните, чтобы у вас, не дай бог, вот наши концы, которые мы соединяли первоначально, чтобы они у вас не повылазили и вы заново не начали свою обмотку. То есть, ну, средне прилагайте усилий, не переусердствуйте. Вот мы намотали, как вы видите. Вот у нас осталась петелька. Мы к ней двигались. И наш конец, который мы наматывали, вдеваем в петельку. Продеваем вот так. И другой конец, который у нас оставался, вы помните, да? Мы за него начинаем тянуть. Тоже тянем аккуратно, сильно не переусердствуйте, не дай бог не порвите нитку. Тянете, вот видите, у нас петелька затягивается. Ну, потому что это, по сути, конец этой петельки. И нам нужно сделать так, чтобы тот конец, которым мы наматывали, ну, залез под нашу намотку. То есть вы с другой стороны, получается, тянете. Аккуратно-аккуратно старайтесь тянуть, не порвите, не переусердствуйте. Пусть он залезет не под всю намотку, ну хотя бы до серединки. Вот у нас остались лишние концы, теперь мы их обрезаем ножницами. И зажигалкой там наши кончики чуть-чуть подожгем, чтобы они не распускались. Там совсем чуть-чуть они у нас будут видны. Если плетете из хлопкового шнура, то, конечно, ничего поджигать не надо. Из трикотажной пряжи, из джута. Вот у нас получилась одна ручка, видите? Теперь делаем то же самое со второй. Итак, у нас получилась вот такая авоська шириной 28 сантиметров, длиной 60 сантиметров, ручки 30 сантиметров. Надеюсь, вам было все понятно. Спасибо.